Представьте, могущественные цивилизации, достигнув своего расцвета, однажды бесследно исчезли, не оставив ни единого слова о причинах. Эти народы возводили города с развитой инфраструктурой, высекали дворцы в скалах и управляли обширными торговыми сетями. Их уход был настолько безмолвным, что о существовании этих культур мы узнали лишь спустя тысячелетия благодаря случайным открытиям. Финал каждой такой истории неизменно один: безлюдные улицы, безмолвные руины и полное отсутствие ответов о судьбе их жителей. В долине реки Инд, на землях современного Пакистана, находится древний город, чье имя с языка синдхи означает «холм мертвых». Мохенджодаро был открыт индийским археологом Радхалдасом Бенерджи в 1922 году. Увиденное им под многовековыми наслоениями земли совершенно не вписывалось в научные представления той эпохи. 4500 лет назад здесь процветал город, насчитывавший около 40 тысяч жителей. Его планировка поражала. Казалось, будто город был спроектирован рукой современного градостроителя. Идеально прямые улицы пересекались строго под прямыми углами, образуя четкую сетку. Все дома возводились из стандартизированного обожженного кирпича, что говорило о единых нормах. Под мостовыми скрывалась сложная канализационная система, аналогов которой в Европе не было до XIX века. При этом каждый жилой дом был оснащен собственной ванной комнатой. Сточные воды отводились по закрытым каналам, оборудованным решетками и отстойниками для очистки. Это был не просто город, а шедевр инженерной мысли, выполненный с точностью, которую мы обычно приписываем лишь нашей эпохе. Этот древний город, где проживало около 40 тысяч человек, поражал своей планировкой, словно созданной рукой современного градостроителя. Его улицы были идеально прямыми и пересекались строго под прямым углом, демонстрируя удивительную точность. Среди руин были обнаружены сотни глиняных печатей с пиктограммами, а также многочисленные статуэтки и украшения. Эти находки неоспоримо свидетельствовали о налаженных торговых связях с далекими Месопотамией, Персией и даже Южной Индией. Однако харабская письменность, подобно минойской, так и не была расшифрована учеными. Целая цивилизация предстала перед нами как открытая книга, написанная, увы, на давно забытом языке. Но самое ужасное открытие ожидало археологов не в великолепной архитектуре, а в загадке того, как оборвалась жизнь этого города. На улицах и внутри домов были обнаружены человеческие скелеты, застывшие в крайне неестественных позах. Их положения недвусмысленно указывали на то, что смерть настигла людей внезапно, не дав им ни единого шанса на спасение. Жизнь оборвалась для них прямо там, где их застала беда. Кто-то сидел за едой, кто-то стоял на пороге, а некоторые даже держались за руки. В самом сердце города кирпичи и камни были оплавлены, будто на них вылили потоки раскаленного металла. Итальянские ученые Давид Давенпорт и Энрико Винченте установили, что эпицентр разрушений имел диаметр около 50 метров. При этом температура воздействия в этой зоне, по их расчетам, превышала 1000 градусов Цельсия. Разбросанные по улицам черные осколки, на первый взгляд похожие на уголь или шлак, оказались фрагментами глиняной посуды. Эти осколки спеклись воедино под воздействием невообразимого жара, а по мере удаления от центра разрушений их количество уменьшалось. Гибель настигла жителей Мохенджодаро в одночасье, не дав ни единого шанса на спасение или бегство. Люди падали там, где их застигла катастрофа, оставаясь застывшими в своих повседневных делах. Некоторые находились за трапезой, другие — у порога своего жилища, а иные так и застыли, держась за руки. Чем дальше от эпицентра, тем меньше были разрушения. Здания на окраинах уцелели лучше всего, что характерно для воздействия мощной ударной волны. Официальные научные круги связывают гибель Мохенджодаро со сменой русла реки Инд и последующим медленным наводнением. Однако такое объяснение не выдерживает критики, ведь обычное наводнение не способно оплавить камни при температуре в 1500 градусов. Существует и иная теория, предполагающая вторжение арийских племен как причину краха цивилизации. Но и эта гипотеза оказалась несостоятельной при более детальном изучении археологических данных. За 10 лет раскопок на огромной территории, превышающей 250 гектаров,
не обнаружили ни стрел, ни обломков оружия. Получается, город не был захвачен штурмом и не подвергался постепенному затоплению. Его разрушение произошло за считанные секунды, вызванное чем-то, что до сих пор остается для нас безымянным. Древнеиндийский эпос Махабхарата повествует об оружии, которое сияло ярче 1000 солнц. Оно мгновенно обращало людей в пепел, а у тех, кто выжил, выпадали волосы и ногти. Мы склонны считать это лишь мифологией, но руины Мохенджо-Даро безмолвно призывают нас перечитать древние тексты. Возможно, стоит взглянуть на них свежим взглядом и допустить существование технологий, о которых мы пока не догадываемся. За десятилетия исследований на властной территории Мохенджо-Даро не обнаружено ни единого следа оружия или воинских принадлежностей. Это убедительно доказывает, что город не был взят штурмом и не подвергался медленному затоплению, а погиб мгновенно от неведомой силы. Как вы считаете, могла ли древняя цивилизация 4000 лет назад владеть технологиями, способными уничтожить целый город за считанные мгновения? Поделитесь своим мнением в комментариях, а мы тем временем перенесемся на другой континент, в Северную Америку. Примерно 13 тысяч лет назад здесь процветал народ, названный в честь города Кловис в Нью-Мексико, где были впервые найдены их орудия. Их культура считается одной из старейших и наиболее развитых технологических традиций на американском континенте. Кремниевые наконечники копий, созданные этими людьми, были настолько совершенны, что современные мастера не могут их в точности воспроизвести. Они были умелыми охотниками, добывавшими мамонтов, мастодонтов и гигантских бизонов, что говорит об их невероятной силе и изобретательности. Их поселения простирались от Аляски до самой Мексики, демонстрируя поразительную способность адаптироваться к разным условиям. По всем признакам, будущее этого народа казалось безоблачным и полным процветания. Археологи обнаружили свыше 125 видов растений и животных, активно используемых культурой Кловис. Это свидетельствует не о примитивных обитателях, а о народе с глубочайшим пониманием окружающей среды. Они обладали выдающимися знаниями об экосистеме, в которой жили, что позволяло им эффективно использовать ее ресурсы. Однако примерно 12 800 лет назад все резко оборвалось, словно по мгновению ока. Охотники Кловис загадочно исчезли из археологических записей, одновременно с вымиранием мамонтов и саблезубых тигров. Современные мастера до сих пор не способны полностью воспроизвести их технологические достижения, что говорит о высоком уровне развития. Эти искусные охотники успешно добывали не только мамонтов, но и мастодонтов, а также гигантских бизонов. Они освоили огромные территории, от суровой Аляски до жаркой Мексики, и их будущее казалось безоблачным. Однако тайное исчезновение культуры Кловис долгое время объяснялось их собственным разрушительным влиянием на природу. Предполагалось, что именно они стали причиной вымирания мегафауны, после чего просто растворились в других культурах. Но профессор Джеймс Кеннет из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре сделал открытие, изменившее все. На 3 ключевых стоянках Кловис, раскинувшихся от Аризоны до Калифорнии, в слоях возрастом 13 тысяч лет обнаружились необычные следы. Среди них были найдены наноалмазы, загадочные металлические сферулы и так называемый шокированный кварц. Появление шокированного кварца возможно лишь при колоссальном, мгновенном давлении и экстремально высоких температурах. Такие условия возникают только при ядерном взрыве или при мощнейшем ударе космического объекта. Там же были обнаружены аномально высокие концентрации платины и иридия, элементов, характерных для комет, а также темный углеродистый слой, однозначно указывающий на обширные и катастрофические пожары. Итак, новая гипотеза рисует следующую картину. Около 12 800 лет назад Земля столкнулась с фрагментами гигантской кометы. Эти фрагменты взорвались над поверхностью, не оставив кратеров, но вызвав огненную волну, испепелившую леса целого континента. Сажа и пепел от пожаров затянули небо, солнце померкло, температура резко упала и начался период позднего Дриаса. Этот период внезапного похолодания, названный поздним Дриасом, вернул Землю к ледниковым условиям на целое тысячелетие. Он оказался губительным для многих видов, включая мамонтов, и уничтожил культуру Кловис.
Таким образом, одним мощным космическим ударом целая эпоха была навсегда стерта с лица нашей планеты. Однако самое пугающее в этой гипотезе — это невидимость таких катастроф для археологов. Ведь подобный взрыв не оставляет привычного кратера, что делает его крайне сложным для обнаружения и предсказания. Если бы такое событие повторилось сегодня, у человечества не было бы абсолютно никаких шансов подготовиться. Но не все цивилизации погибали в огне или от космических ударов. Следующая в нашем списке пала по иной причине. Она не была уничтожена внешней силой, а скорее утонула в собственном величии и роскоши. 3,5 тысячелетия назад на острове Крит, к югу от материковой Греции, процветала культура. Именно ей мы обязаны появлением самого слова «Европа». Речь идет о минойской цивилизации. Она получила свое название в честь легендарного царя Миноса, властителя знаменитого лабиринта. Открытая эта удивительная культура была в 1900 году британским археологом Артуром Эвансом. Он приступил к раскопкам холма у города Кнос, ожидая обнаружить лишь скромные древние руины. Вместо этого Эванс обнаружил колоссальный дворец площадью более 20 тысяч квадратных метров, с тысячами комнат, изысканными фресками и сложнейшим водопроводом. Минойцы были выдающимися мореплавателями, чей мощный флот безраздельно господствовал над всем Восточным Средиземноморьем. Их уверенность в морском господстве была столь велика, что минойцы не возводили оборонительных стен вокруг своих великолепных дворцов. Ремесленники этой цивилизации создавали керамику с уникальными росписями, которые и по сей день считаются эталоном искусства бронзового века. Особого мастерства они достигли в изготовлении резных печатей из полудрагоценных камней, демонстрируя тонкость работы, недоступную многим современным ювелирам. Минойский флот был настолько влиятелен, что даже египтяне арендовали их корабли, делая Крит ключевым морским центром задолго до греческих трирем. Среди их многочисленных достижений — разработка собственной уникальной системы письма, которую мы сегодня называем линейным А. Однако, несмотря на более чем столетние усилия, ни один лингвист в мире так и не смог ее расшифровать. Это означает, что перед нами тысячи текстов целой цивилизации, но мы не способны прочесть ни единого слова из них. Подобная загадка заставляет задуматься о других утраченных языках, чьи тайны до сих пор остаются неразгаданными. Официальная версия гибели могущественной минойской цивилизации звучит на первый взгляд довольно просто. Согласно этой теории, мощное извержение вулкана на острове Санторини произошло между 1628 и 1500 годами до нашей эры. Вслед за извержением на северное побережье Крита обрушилось колоссальное и разрушительное цунами. Ослабленные природной катастрофой минойцы в итоге были окончательно добиты воинственными микенцами, пришедшими с материка. Однако при более внимательном изучении имеющихся фактов, эта стройная и простая версия начинает рассыпаться. Она вызывает серьезные вопросы, не давая полного ответа на причину исчезновения столь могущественной культуры. Таким образом, кажущееся очевидным объяснением их конца оказывается недостаточным, если углубиться в детали исторических свидетельств. Спустя столетия безуспешных попыток ни одному лингвисту так и не удалось расшифровать минойский язык. Это значит, что тысячи текстов великой цивилизации остаются для нас лишь набором непонятных символов, ни одно слово из которых мы не можем прочесть. Задумайтесь, есть ли еще примеры таких утраченных языков, навсегда потерянных для понимания? Долгое время простая и общепринятая версия гибели минойцев звучала так. Извержение вулкана на Санторини. Мощное цунами обрушилось на север Крита, а ослабленную цивилизацию затем добили воинственные микенцы с материка. Однако при более глубоком анализе эта теория сталкивается с серьезными противоречиями. Минойцы не только пережили катастрофу Санторини, но и восстановили свои города прямо поверх вулканического пепла, продолжая жить. Также раскопки не подтверждают массового вторжения миккенцев. Их присутствие было скорее мирной ассимиляцией, нежели кровавым завоеванием. Профессор Анастасио Цонис из Висконсин-Милуоки предложил совершенно иную, куда более тревожную гипотезу. По его мнению, мощное климатическое явление Эль-Ниньо, втрое сильнее нынешнего, постепенно высушило Крит за несколько поколений.
Осадки резко сократились на 30%. Земля стала бесплодной, вынуждая минойцев мигрировать на материковую Грецию и Кипр. Их не убивали, они медленно покидали свою родину, подобно воздуху, выходящему из проколотого шара. Последние носители минойского языка еще 1000 лет сохранялись в горных поселениях Крита, записывая свои слова уже греческим алфавитом. Вообразите, остатки великого народа, укрывшиеся в горах, говорящие на забытом языке, медленно растворяются в чужой культуре. Это не просто гибель цивилизации, это нечто худшее – забвение при жизни, медленное угасание без битв и разрушений. Новая глава нашей истории начинается в Камбодже, посреди густых джунглей, где могучие деревья прорастают прямо сквозь каменные стены. Их корни, словно живые объятия, крепко сжимают древние башни храмов, будто пытаясь увлечь их в объятия земли. Здесь, в Анкоре, располагалась столица Великой Кхмерской империи, простиравшейся на пике своего могущества. Ее владения охватывали огромные территории, от современной Мьянмы до Вьетнама, демонстрируя впечатляющее влияние. К X веку население Анкора достигало почти 900 тысяч человек, что делало его одним из крупнейших мегаполисов мира. В то время, когда в Лондоне едва насчитывалось 50 тысяч жителей, инженеры Анкора уже создали невероятную систему каналов и водохранилищ. Эта масштабная гидротехническая сеть была настолько грандиозной, что ее можно было различить даже из космоса. Например, искусственное озеро Западный Барай, 8 километров в длину и 2 в ширину, снабжало водой обширные рисовые поля. Эти поля обеспечивали пропитанием сотни тысяч человек, демонстрируя удивительную организацию и развитое земледелие. Центром же всего был храм Ангкор-Ват, изображенный сегодня на флаге Камбоджи и до сих пор остающийся крупнейшим религиозным сооружением планеты. На его возведение было потрачено больше камня, чем на все египетские пирамиды вместе взятые, что поражает воображение. Китайский дипломат Джо Дэгуань, посетивший город в конце X века, описывал его башни, сверкающие золотом. Он также упоминал оживленные рынки, где активно торговали женщины, и удивительно эффективную систему правосудия. Однако жилые постройки, в отличие от храмов, возводились из дерева, которое быстро разрушалось в условиях тропического климата. Поэтому до наших дней дошли лишь величественные каменные сооружения, оставляя нам лишь часть картины древнего города. К XV веку этот некогда величественный город стал лишь тенью себя, превратившись в безмолвный призрак прошлого. Долгое время считалось, что в 1431 году тайская армия Аютхаи разграбила Анкор, вынудив всех жителей бежать. Однако современные исследования ученых из Университета Сиднея представили совершенно иную картину событий. Доцент Дэн Пенни, изучив осадочные породы, обнаружил снижение интенсивности земледелия за столетия до предполагаемой даты разрушения. Это указывало на постепенный, а не внезапный упадок, начавшийся гораздо раньше. Город пустел не из-за войны или внезапного нападения, а в результате медленного процесса. Причина его упадка оказалась более сложной, чем простое завоевание врагом. Элита приняла решение переселиться ближе к реке Меконг, чтобы получить лучший доступ к морским торговым путям. Это открывало новые, более выгодные возможности для торговли с Южно-Китайским морем. Правители просто покинули Анкор, и город, лишенный своего политического центра, начал умирать. Он угасал подобно организму, из которого извлекли жизненно важный орган, оставляя за собой лишь руины. Археологи из Орегонского университета подтвердили, что сам храмовый комплекс Ангкор-Ват был полностью заброшен. Тем не менее, люди продолжали жить в окрестностях храма вплоть до 17-18 веков. Каждый новый кхмерский правитель имел обыкновение возводить собственный грандиозный храмовый комплекс. Это приводило к тому, что старые святилища оставались забытыми и заброшенными на произвол судьбы. Город не был разрушен войной. Его опустение происходило постепенно, без внешнего вторжения. Причиной стало решение элиты переселиться ближе к реке Меконг, чтобы получить доступ к морским торговым путям. После ухода правителей, лишенный своего политического ядра, город начал медленно угасать, подобно организму без сердца. Таким образом, эта цивилизация, способная прокормить миллион человек и возводить колоссальные сооружения, уничтожила себя не конфликтами или голодом. Их гибель
была вызвана привычкой начинать с чистого листа, словно каждый новый правитель сносил бы старую столицу ради новой. Вдобавок, сложная кхмерская система водоснабжения, веками спасавшая от засух, обернулась против них. В X и XI веках климат резко изменился. Засухи сменялись потопами, и обширная сеть каналов перестала справляться. Что же, по-вашему, чаще становится причиной краха великих цивилизаций? Природные катаклизмы, войны или ошибки самих людей? Этот фундаментальный вопрос имеет куда большее значение, чем может показаться на первый взгляд. Следующая цивилизация в нашем повествовании оставила после себя почти ничего, кроме невероятных каменных сооружений. И одних лишь этих камней достаточно, чтобы любого зрителя охватило безмолвное благоговение. Набатей впервые появились на исторической арене примерно в VI веке до нашей эры, как кочевые арабские племена. Всего за 2 столетия они сумели стать полновластными хозяевами ключевых торговых путей, простирающихся от Аравии до Рима. Их величественная столица, Петра, была целиком высечена прямо в скалах из красного песчаника, скрытая в узкой горной долине. Единственный путь в этот город вел через извилистое ущелье Сик, ширина которого варьировалась от 2 до 10 метров. Его стены достигали 90 метров в высоту, создавая неприступный естественный барьер. Всего лишь десяток воинов мог сдерживать целые армии, и даже могущественные римские легионы не смогли взять Петру штурмом. Набатейские воины были невероятно искусны в управлении верблюдами, что делало их грозными противниками. Их мастерство позволило им в 312 году до нашей эры разгромить почти 4600 греков в одном бою. Однако, несмотря на воинскую доблесть, набатеи не любили воевать, предпочитая мирную и выгодную торговлю. Их караваны привозили ценные благовония, изысканные пряности, редкий шелк и слоновую кость. Эти товары они доставляли по обширным путям, связывающим Индию, Египет и все Средиземноморье. Носильщики набатеев владели тайной сетью водных резервуаров в пустыне, известной только им. Их расположение было известно лишь своим, что делало конкуренцию на этих маршрутах практически невозможной. Посреди засушливой пустыни набатеи создали ирригационную систему невероятной сложности. Благодаря этому аравийские пески превратились в цветущие сады, что не удавалось никому ни до, ни после них. Они строили плотины, акведуки и подземные хранилища для дождевой воды, которые функционировали автономно веками. В их обществе не было рабов. Каждый член общины вносил свой посильный вклад в общее дело. Даже царь Арета I официально называл себя другом своего народа, подчеркивая единство и равенство. Набатейская знать также породнилась с иудейской аристократией, и мать царя Ирода Великого была набатейкой. Этот факт подчеркивал значительное политическое влияние этого скромного, пустынного народа. Но их наследие оставило след не только в политике, ведь именно на основе набатейской письменности сформировался современный арабский алфавит. Подумать только, сегодня сотни миллионов людей по всему миру используют буквы, корни которых уходят к этим древним кочевникам. Однако в 106 году нашей эры могущественные набатеи без видимого сопротивления склонили головы перед Римом. Последний их правитель, царь Рабель II, сумел договориться с завоевателями. Согласно этой договоренности, Рим обязывался не трогать царство при жизни Рабеля, но после его кончины забирал себе все земли. Как только Рабель скончался, римские легионы вошли в страну, переименовав ее в провинцию Аравия Петрейская и принявшись перестраивать Петру на свой лад. Удивительно, но набатеи не растворились в римской культуре, они просто растворились в истории, бесследно исчезнув. Археологические исследования свидетельствуют, их уход не был паническим бегством, а скорее организованным отступлением. Они забрали все свои сокровища и ушли, не оставив после себя ни разрухи, ни тел, ни малейших признаков сопротивления. Тайна исчезновения целого народа остается неразгаданной до наших дней. Тем временем, с развитием морских путей сухопутная торговля потеряла свою прежнюю значимость, и Петра перестала быть экономическим центром. В 363 году мощное землетрясение окончательно разрушило город, и к X веку он был полностью предан забвению. И лишь спустя много столетий, в
В 1812 году швейцарский исследователь Иоганн Людвиг Буркхарт, выдавая себя за арабского паломника, отправился на поиски. Его целью было проникнуть в затерянный город, скрытый от глаз западного мира. Римляне, покорив Аравию Петрейскую, начали активно перестраивать Петру, внедряя свои архитектурные и городские стандарты. Однако набатейцы не ассимилировались с римлянами. Вместо этого они просто исчезли, словно растворившись. Археологические изыскания показывают, что их уход был тщательно спланирован и организован, а не хаотичным бегством. Они забрали с собой все ценности, не оставив после себя ни хаоса, ни следов борьбы, ни погибших. И по сей день остается неразгаданной загадкой, куда же ушел целый народ, исчезнувший без видимых причин. Тем временем бедуины, которые веками жили в пещерах Петры, ревностно оберегали ее от чужаков. Они даже не подозревали, что обитают прямо на одном из величайших археологических сокровищ нашей планеты. Лишь в 2007 году Петра получила всемирное признание, войдя в список новых 7 чудес света. Сегодня тысячи туристов ежедневно проходят по ущелью Сик, восхищаясь городом. Но набатейцев среди них нет. Они ушли навсегда. Поразительно, но под видимой частью Петры скрывается огромный комплекс неисследованных пещер, и раскопано лишь менее 10% ее территории. В последние годы перед знаменитым фасадом Аль-Хазня археологи обнаружили ранее неизвестные захоронения, проливающие свет на прошлое. Кажется, Петра только сейчас начинает постепенно раскрывать свои самые глубокие и древние тайны. Эта история заставляет нас задуматься о судьбах 5 цивилизаций, которые мы уже рассмотрели, и их общей ошибке. Каждая из них пала по своей уникальной причине, но всех их объединяла одна общая черта – непоколебимая уверенность в собственной вечности. Так Мохенджо-Даро, возведенный из обожженного кирпича, должен был простоять тысячелетия, но не пережил и мгновения. Охотники Кловис покорили континент, но оказались бессильны перед ледяным осколком из космоса. У подножия знаменитого фасада Аль-Хазня в последние годы археологи обнаружили захоронения, о которых прежде не было известно. Кажется, лишь сейчас Петра по-настоящему начинает приоткрывать завесу над своими глубочайшими секретами. Эту непоколебимую уверенность в собственной вечности разделяли и другие народы, чьи судьбы стали предостережением. Так минойцы, безраздельно властвовавшие на море, оказались бессильны перед неконтролируемой стихией дождя. Кхмеры, освоившие прокорм миллионов, не смогли удержаться на одном месте, постоянно меняя свою столицу. Набатейцы, превратившие пустыню в цветущий сад, увидели, как их достижения увяли, когда торговые пути изменились. Ни одна из этих великих цивилизаций не осознавала, что является последним поколением своего народа. Они строили планы на далекое будущее, воспитывали детей, возводили крепкие дома. Все они были абсолютно убеждены, что завтрашний день будет точной копией сегодняшнего. Мы мыслим так же, и именно в этом кроется наша главная уязвимость как вида. Мы принимаем стабильность за нечто само собой разумеющееся, считая ее нормой. Однако вся история человечества доказывает, стабильность – это редкое и очень временное явление. Эти древние истории, собранные вместе, являются собой не просто список катастроф. Это подробная инструкция по выживанию, которую мы, к сожалению, упорно отказываемся изучать. Нас отличает от канувших в небытие не уровень технологий или накопленные знания. Это лишь отпущенный нам срок, о продолжительности которого мы ничего не знаем.